Друзья, у меня для вас неприятная новость. Если вы думали, что самое сложное — это добраться до цели, то вы ошибались. Выйти на новый уровень — это только начало, а настоящее испытание начинается потом. Компания ADP, один из крупнейших HR-аналитиков в мире, проанализировала данные более 1 миллиона работников. И знаете, что они обнаружили? 29% людей уволились в первый месяц после того, как получили повышение. То есть не до, а именно после. Когда вроде бы цель достигнута, а человек берет и уходит. Другое исследование показало, что 46% менеджеров готовы уволиться в первый год работы на новой должности из-за стресса и выгорания. Сегодня мы разберем, почему рост часто ломает людей и что на самом деле происходит после перехода на новый уровень. Но перед этим рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Там я регулярно публикую мысли, наблюдения и выводы, которые помогают мне в жизни и бизнесе. Все то, что не попадает на YouTube. Ссылочка будет в описании, QR-код здесь на экране. Залетайте, ну а мы начинаем. Итак, почему же рост ломает систему? Начнем с первого удара. Когда вы переходите на новый уровень, вы думаете: отлично, теперь применю все, что умею, только в большем масштабе. А на самом деле, ваши старые навыки перестают работать в новом контексте. Вот, например, допустим, вы были первоклассным специалистом, делали свою работу на отлично, и вот вас наконец-то повысили до руководителя. Но штука в том, что вся ваша старая система ломается. Вы привыкли все делать сами и видеть результат своими глазами. А теперь приходится делегировать задачи другим людям и надеяться, что они справятся. Если раньше вас оценивали по вашему результату, то сейчас смотрят на результат всей команды. И вместо того, чтобы просто сесть и сделать работу, вы теперь проводите бесконечные созвоны, разруливаете конфликты и увольняете тех, кто не справляется. Ученые из Гарварда и Йеля проанализировали данные 214 компаний. Они смотрели, кого повышают до менеджеров по продажам. Оказалось, что чаще всего повышают лучших продавцов. Вроде логично, да? Но когда они проверили результаты, выяснилось неожиданное. Команды под управлением бывших звезд продаж работают хуже в среднем на 7,5%, чем команды под управлением тех, кто продавал средне, но умел руководить. Почему? Потому что продавать и управлять продавцами — это разные навыки. Но человек пытается все делать по-старому. Естественно, проваливается. Потому что рост не укрепляет сильные стороны. Он проверяет, могут ли они работать в новой роли. И это только первый слой. Ведь дальше рост ломает не навыки, а ориентацию. И об этом никто не предупреждает. Второе. Когда вы думаете о росте, вы представляете: больше денег, новые возможности, статус. И вряд ли вы вообще думаете о друзьях. Это вообще на самом деле не в фокусе в этот момент. Но потом внезапно оказывается, что вы по факту потеряли референтную группу. Раньше ваши друзья задавали вам некую систему координат. Сколько нормально тратить на отпуск, какая зарплата хорошая и так далее. Вы по факту просто смотрели вокруг и понимали: ага, значит, вот где я нахожусь, вот что нормально. А теперь оказывается, что этой системы нет. Старые друзья живут в другой реальности, новые еще не стали своими. И вы зависли между двумя мирами и не понимаете, где вообще это самая норма. Социологи из Стэнфорда проводили исследования на эту тему. Они взяли людей, у которых за 3 года доход вырос больше, чем вдвое. И вот что они выяснили: 62% участников исследования потеряли связь с большинством старых друзей. У них не было никаких скандалов или конфликтов. Люди просто разошлись, потому что жизни стали слишком разными. И знаете, что самое жесткое? Это работает и в обратную сторону, потому что ваши старые друзья тоже чувствуют дискомфорт. Вы для них теперь другой. И они начинают отдаляться сами. В итоге вы, конечно, получаете рост, но теряете людей, которые были рядом годами. И это, кстати, одна из главных причин, почему так много людей чувствуют себя одинокими на вершине. Кстати, на практике эта проблема особенно заметна в финансовой сфере. На рынках, в инвестициях, в криптовалюте. Во многом поэтому уже 4 года мы развиваем свое сообщество, в котором сейчас больше 14 тысяч человек. Для начала внутри есть 8 бесплатных уроков, их можно пройти буквально за один вечер. Они не про быстрый заработок, они в первую очередь про то, как не потерять еще в самом начале. Для тех, кто готов идти дальше, внутри есть все необходимые инструменты. Чат с реальными сделками участников и нашей команды, обновляемая база знаний, прямые эфиры с обзорами рынка и наша новая фишка и ассистент, который анализирует рынок буквально за несколько секунд. Друзья, самое главное, все это доступно абсолютно бесплатно, без каких-либо подписок, без каких-либо скрытых продаж, поэтому если вам интересно, откликается, ссылочка будет в описании под этим видео, QR-код на экране, присоединяйтесь, ну а мы идем дальше. И знаете, самое неприятное, что все это накладывается друг на друга. Вы уже потеряли навыки, которые работали раньше, потеряли людей, с которыми можно было сверяться, и вот теперь третий удар. Есть еще одна причина, почему рост становится опасным. В начале пути вам разрешено быть плохим. Вы можете чего-то не знать, можете ошибаться, можете делать глупости. Ошибка воспринимается как часть процесса. Вас за нее не уважают, но и не наказывают. Но по мере роста это право исчезает. Чем выше вы поднимаетесь, тем меньше у вас права на слабость, на сомнение, на пробу. От вас ждут результата. Не попытки, а результата. И в этот момент происходит сдвиг. Человек начинает избегать не ошибок, а ситуаций, в которых он может выглядеть некомпетентным. Он выбирает не лучший вариант, а самый защищенный.
Не потому что стал трусом, а потому что цена ошибки выросла. Именно здесь рост перестает быть развитием и превращается в управление репутацией. И это одна из главных причин, почему люди застревают именно после роста. И четвертое. В начале пути все вроде бы просто. Вы делаете ошибку и сразу видите последствия. Если плохо сработали, клиент не заплатил. Если приняли неверное решение, получили отказ. Мир реагирует жестко. Иногда неприятно, но честно и быстро. Именно так система учит. Но по мере роста эта связь начинает искажаться. Появляется статус, власть, зависимость других людей от ваших решений. И в этот момент правда начинает доходить до вас все хуже. Подчиненные фильтруют информацию, партнеры сглаживают углы, окружение все реже спорит. И это не потому, что все стали лицемерными, а потому что цена правды выросла. Постепенно возникает опасная иллюзия. Пока все растет, кажется, что вы все делаете правильно. Но рост может быть инерционным. Он может происходить за счет прошлых решений. Он может поддерживаться системой, которая пока не дала сбой. Ошибки-то уже есть. Просто они перестали возвращаться напрямую. И именно здесь люди ломаются. Не сразу, конечно, но через год или два. Потому что вместо серии маленьких корректировок они получают один большой кризис. И рост опасен тем, что он делает ошибки незаметными до того момента, пока они не становятся фатальными. Пока вы маленькие, мир вас учит. Но когда вы вырастаете, он перестает это делать. Кстати, недавно у себя в телеграм-канале выкладывал простой список из 5 признаков, по которым, как мне кажется, можно сразу понять, не перестала ли до вас доходить честная обратная связь. Уверен, что многим будет полезно. Залетайте, ссылочка в описании, QR-код на экране. И вот теперь главный вопрос, который меняет все. А вам вообще нужен этот рост? Потому что сейчас везде культура роста. Расти быстрее, зарабатывай больше, масштабируйся, выходи на новый уровень. Но что-то никто не объясняет, что этот культ существует не потому, что рост нужен всем, а потому что рынок вознаграждает видимые метрики. Инвесторы вкладывают в компании, которые растут на 300% в год, а не в те, которые стабильно приносят прибыль. HR-отделы повышают тех, кто берет на себя больше задач, а не тех, кто работает качественно на своем уровне. Соцсети показывают успех через цифры. Подписчики, обороты, масштаб. И вот вы начинаете гнаться за этими цифрами не потому, что они вам нужны, а потому что все вокруг говорят «так надо». Что если вы не растете, вы стоите на месте. Что стабильность — это застой. Но реальность другая. Среда поощряет тех, кто может выдержать нагрузку роста, а всех остальных выбрасывает. Вы видите человека, который вырос с нуля до бизнеса на 100 миллионов, и думаете, вот, надо так же. Но вы не видите, что у него были крепкая команда, отлаженные процессы, финансовая подушка. Его фундамент был готов выдержать этот темп. И дело не в том, что вы хуже. Дело в том, что ваш конкретно фундамент может быть на другом этапе. Если вы попытаетесь повторить тот же темп без подготовки, вы ломаетесь. Не потому, что вы слабые, а потому, что нагрузка превысила возможности. Вот в чем ловушка. Вы путаете чужие метрики успеха со своими целями. Возможно, вам и не нужна должность CEO. Возможно, вам достаточно быть сильным специалистом, который хорошо зарабатывает, но при этом успевает жить. Видеть семью, высыпаться, заниматься тем, что нравится. И, как мне кажется, далеко не всем нужен бизнес на 100 миллионов. Бизнес, который приносит стабильный доход и не требует жизни в режиме 24/7, это тоже вполне себе работающая модель. И важно понять, что рост — это не движение вверх. Это увеличение нагрузки. И главный вопрос не «как мне вырасти быстрее?», а какой рост я могу выдержать прямо сейчас? И готов ли я платить цену, которая за ним стоит? Ну что, друзья, если это видео вас зацепило, обязательно втыкайте лайк, пишите в комментариях, узнали ли себя в каком-то из этих пунктов, что откликнулось. Все ссылки на телеграм-канал, на криптосообщество обязательно оставлю в описании. И до новых встреч. Пока-пока.